Дорогие друзья, всем привет! Рад, что вы зашли на мой канал Food Court. И сегодня я хочу приготовить дарницкий балык. Это карбонат, свиная вырезка, но мы привыкли называть это изделие именно балыком. Хотя в переводе с тюркского балык это рыба. Мясная филейная часть, прекрасный деликатес, и готовить я его буду непростым способом. Я хочу приготовить его с подваром. Это будет не классический сыровяленый свиной балычок, карбонат. Это будет изделие, которое я приготовлю по ускоренному варианту. Итак, давайте начнем. Вот такой прекрасный кусочек свиного карбоната мне достался здесь ровно 4 килограмма. Он идеально обработан. И теперь мне предстоит поработать с ним какое-то время для того, чтобы получить идеальный деликатес. Разрежу я его условно на 4 равные части. Предполагаю, что в одном кусочке у меня будет 1 килограмм. Так мне будет удобнее с ним работать. Так он лучше пройдет предварительный посол. Ну и дальнейшую обработку, которую буду проводить в су-вид, холодное копчение, ну и этап созревания. Вот такие 4 прекрасные части у меня получились в результате. И теперь я буду солить. На каждый килограмм мяса 27 грамм соли, 5 грамм кристаллит моносахара, 0,5 грамма аскорбата, антиокислитель жира, и 0,25 грамма стартовой культуры CS300. Вот такой смесью я буду натирать сейчас эти кусочки мяса. Хочу уточнить одну очень важную, исключительно важную деталь. Для этого рецепта, именно для приготовления сыровяленого изделия, я использую только нитритную соль. У меня нитритная соль с содержанием нитрита натрия 0,6%. И на каждый килограммовый кусок я беру все 27 грамм именно нитритной соли. Ну и дальше все по рецепту. Точную граммовку рецепта я оставлю в описании к этому видео. Вот таким образом я упаковал в вакуум кусочки свиной вырезки карбоната. И теперь она отправится у меня в холодильник на предварительный посол на 2 недели. В холодильнике у меня температура примерно 4-6 градусов. И я думаю, что 2 недель будет достаточно. Итак, прошло ровно 2 недели. Вот такой у нас карбонат в холодильнике при температуре где-то 4-6 градусов. Сухой предварительный посол стартовой культуры. Вот такой у него вид. Розовенький такой. Вот. Сейчас мы его вскроем и салфеточкой поработаем. В ходе предварительного посола выделилось небольшое количество влаги. Поэтому сейчас я вскрою эти пакеты и просто салфеткой аккуратно промокну для того, чтобы изделие было более сухим. Поскольку в последующем я буду его сушить, прежде чем отправить на холодное копчение.
Сушить я буду недолго. При температуре на кухне примерно 26-27 градусов у меня сегодня. И пару часов под вентилятором, я думаю, будет достаточно, чтобы поверхность этого изделия была идеально сухая. Для холодного копчения необходима идеально сухая поверхность для того, чтобы не образовались подтеки, которые могут появиться от разницы температуры конденсата. Вот таким образом я перевязываю каждый кусочек обычным колбасным шпагатом. И сейчас они у меня отправятся на пару часов на просушку. Вот таким простым, нехитрым способом, просто крест-накрест, я перевязываю каждый кусочек карбоната, обычную петельку, крючок, и все будет благополучно у меня вывешено на просушку. После обсушки я проведу холодное копчение обычным дымогенератором лабиринтового типа. У меня улитка. Коптить я буду ольхой. Щепа у меня натуральная, дерево ольха. И коптить я буду при температуре 26-28 градусов в течение 5-6 часов. Ну и после проветривания я покажу вам уже готовый результат. Если вы хотите узнать, как я копчу обычным дымогенератором улитка в обычной картонной коробке, у меня на канале есть видео, которое я специально записал для этого. Сейчас в верхнем правом углу появится ссылочка, нажав на которую вы можете посмотреть в подробностях, как я провожу холодное копчение именно пассивным дымогенератором. Итак, дорогие друзья, вот посмотрите, что у меня получилось после этапа холодного копчения. Прекрасный вид, подтеков нет, копчение легло ровно. Коптил я где-то 5,5 часов, потом я 3 часа проветривал, и потом у меня карбонат провел ночь в холодильнике. Следующий этап – это тепловая обработка в су-вид. Для этого я упаковал каждый кусочек карбоната в вакуумный пакет, откачал воздух, и теперь я это все отправлю в су-вид и проведу так называемый подвар. Этот этап можно провести в духовке, если вы имеете такую возможность. Я же поместил карбонат, запакованный в вакуумный пакет, и в обычный пластиковый контейнер. Добавил воду, где-то температура порядка 40-42 градусов. Мой ротационный кипятильник рассчитан на объем воды до 20 литров. И выставляю температуру и время. Значит, для такого подвара я выбрал именно режим, который позволит мне не получить вареное изделие. Все-таки я хочу получить сыровяленый продукт. Но для того, чтобы ускорить процесс созревания этого продукта, я сделаю подвар на температуре 47 градусов и выдержу на этой температуре изделие в течение 6 часов. Эта технология подвара на температуре 47 градусов называется технологией Rapid. Вот именно эта технология этого подвара позволит получить идеальный по качеству продукт, который будет напоминать 100% сыровяленое изделие. Эта технология позволит мне сэкономить как минимум 3 недели, в процессе которых мое изделие, мой карбонат получил бы вот ту ферментацию, ту консистенцию и стал бы полноценным сыровяленым продуктом. После тепловой обработки я проведу душевание, то есть резкое охлаждение изделия, и отправлю в холодильник до потери веса 10% на 7-10 дней. Итак, дорогие друзья, снова здравствуйте. Прошло 10 дней, и вот сейчас мы посмотрим готовый результат. Карбонат потерял в весе где-то 10-11%. На это ушло 10 дней в моем холодильнике при температуре 4-6 градусов. Этого хватило для того, чтобы я получил готовый результат.
После тепловой обработки я резко охладил, потом убрал карбонат из вакуумной упаковки, протер сухой салфеткой и просто отправил в холодильник. Вы только посмотрите, какая получилась красота. Идеальная структура, ровный просол, все-таки 15 дней и сухой посол сделали свое дело. Сработали стартовые культуры, нитритная соль. Ну и теперь пришло время попробовать. Я очень хорошо помню вкус дарницкого балыка. И в этом рецепте я постарался его максимально воспроизвести. Я не добавил никаких абсолютно специй и сделал это сознательно. Только соль и стартовые культуры. Посмотрите, нежная эластичная консистенция, текстура хорошо отферментированного мяса. На вкус это 100% сыровяленый продукт. Отлично жуется, хорошая сочность, натуральный вкус сыровяленого мяса. Вот, в принципе, и все на этом, дорогие друзья. Я очень доволен результатом. Сыровяленый карбонат с подваром у меня получился великолепный. Теперь вы точно знаете, как, набравшись чуть-чуть терпения, можно приготовить прекрасный деликатес к своему столу. Если вам понравился этот рецепт, если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк. Подпишитесь на мой канал, оставайтесь на фудкорте. Будет много вкусного и интересного.